Итак, друзья, мы, как обещали, едем сегодня в село Железова-Воля, в дом, где родился известный польский и всемирно известный композитор Шопен. Или, как говорят в Польше, Чопен. Сегодня у нас нету цели показывать вам польские дороги и польские села, но поскольку мы проезжаем через них, то с удовольствием покажем вам наше небольшое путешествие до этого населенного пункта. Надеюсь, вам будет интересно. Повят Сохачевский. Сегодня у нас с погодой не очень повезло. Хотели поехать с утра, а в итоге едем уже, наверное, часа 4. Лил дождь целый день, и вот только сейчас немножко вышло солнце. Будем надеяться, что нам удастся снять все, что мы хотим в этом парке, музее Фредерика Шопена. И еще, друзья, скажу, дорогие поляки, я знаю, что некоторые меня в прошлом видео исправляли, что неправильно говорить Шопен, а надо говорить Чопен. Я знаю, что в польском языке фамилия композитора звучит именно так, но мы наши видео снимаем для зрителей из всех стран, и англоязычных, и русскоязычных, и французов, и украинцев, и белорусов, в общем, всех стран Европы, поскольку зрители у нас и из Америки, и из Франции, и из Германии, поэтому мы произносим фамилию именно таким образом, Шопен, поскольку во всех языках эта фамилия звучит именно Фредерик Шопен. Если мы будем говорить Чопен, то нас, к сожалению, не поймут. Французы Не поймут, и англичане. Да, нас не поймут просто, о ком именно наш рассказ. Поэтому вот такое уточнение. Поэтому, дорогие поляки, вот это я хотела сказать, что да, это ваш соотечественник, великий композитор Чопен. Но в нашем рассказе мы будем применять фамилию именно в таком контексте Шопен. Чтобы нас поняли все, и чтобы... Не писали лишние комментарии, как правильно произносить. Мы вроде подробно все объяснили. Да, мы хотим просто показать всем нашим подписчикам со всех городов мира, которые нас смотрят, дом, где родился великий композитор, известный во всем мире. И мы уже где-то, друзья, приближаемся. Минута осталась. Осталась у нас минута. Едем, и видите, вот по таким вот дорогам, через села. Ой, какая гортензия. Ой, какие кусты красивые. Вы посмотрите, а. Какие Домик не богатый. какие замечательные, да. Тут люди любят растения очень вот любят она. цветы. Вот, смотрите, вот этот населенный пункт, называется он Железова-Воля. И где-то впереди нас ждет наш пункт назначения. Дом, где родился Шопен. Там, кстати, и парк большой. Да, я думаю, многие из вас здесь были. Я думаю, ту информацию, которую я буду рассказывать, многие из вас знали, потому что это ваш соотечественник. Я думаю, многим это будет известно, то, что я рассказываю. Но я рассказываю для всех наших подписчиков. Так, хорошо. Куда? И я так понимаю, что вот это тоже это здание, да? Ну, наверное. Это была парковка, и, по-моему, она платная. Да, возможно. Вот Ну, стоит, да, паркинг. Ну ладно, заезжаем, да? Ну, наверное, А да. это выезд, наверное. А я не знаю. Ну да. Поставили мы машину на стоянку. И смотрите, друзья, проходим мимо ресторана. Ресторан называется «Соната». Все в духе Шопена. Такие кусты гортензий.
Такие кусты гортензии красивые цветут, большие. И мы уже, кстати, слышим музыку. Это в ресторане играет. Вы слышите, друзья? Так, ну и идем. Вот здесь вот есть такие, вот можно купить памятки в таком магазинчике. Видите, тут и ноты можно приобрести Шопена, и книги, и диски вот с этой стороны, смотри. Можно диски приобрести с произведениями автора. Посмотрите, друзья, здесь и шоколад есть, различные и чаи есть. Вот такие вот наборы, чашка с блюдцем, оригинально оформленные в виде нот. А вот другой вариант такого оформления нотного. Ну, просто здорово, да? Такая тематическая. Чем пахнет? На руку дай. Чем-то на Динтер похоже, Да. помнишь? Да. Кстати, духи чем-то похожи Прикольно. на Очень такой Динтерс, запах. кто помнит. А вот здесь вот просто прекрасная стойка. Здесь, я так понимаю, это диски с произведениями Шопена. Просто великолепно. Это такая находка для всех любителей музыки Шопена. Красота. А цена есть на них? Не написано. Вот 50 злотых. 50 злотых. Вот такой вот диск стоит любой. Можете себе выбрать. Даже вот посмотрите, есть для детей книжка у Фрідеріка «День народження». И на Это разных языках. на украинском языке. День народження. А есть на французском. Володя. На українській мові. Да. Да. Есть на японской. Да, и на есть. китайской. Не Да. знаю. Ну, в общем, здесь на всех языках есть, посмотрите. Мгм. А с этой стороны можно приобрести вот такие вот на стену картины с видами этого музея, парка, гравюры, да. Очень интересно, а какая их цена? А цены Бесценные. я не вижу, надо узнавать. Цены нет, ну, наверное. Ну, красиво тоже, такая хорошая память, правда? Мгм. Здорово. Вот видишь, это на английском языке книги. И вот, друзья, здесь стоит рояль. Интересно, на нем действительно Шопен играл или так? Да нет, конечно, ты что, разве может такой ценный инструмент стоять в вестибюле? Вот, кстати, даже посмотрите, есть даже коляски для людей, которые плохо ходят. Можно взять на прокат, я так понимаю, да? Угу. Ну, видишь, как здорово. А это, видите, копия нот с обозначениями, видишь, то есть автор для себя делал подчеркнуто. какие-то пометки, да, и это вот интересно. Копия такая. Ну, пойдем дальше. И выходим в парк. Вот такая вот рекламка с календарем всех событий и концертов, которые будут проходить в этом доме, музее Шопена. Вакация в Железовой Воле. Ну, разыграем это среди наших подписчиков. Досмотрите наше видео до конца, и в конце нашего видео мы скажем слово, которое выиграет в этом конкурсе. Смотрите внимательно. Мы вышли вам по почте. Участие в конкурсе могут принимать из любой страны Евросоюза. Наши подписчики, пожалуйста. И вот, друзья, смотрите, это центральная аллея. Мы сейчас по ней идем. И со всех сторон раздается музыка Шопена. Как приятно гулять по такому парку, правда? Высажено очень много здесь деревьев. Высажены растения красивые. Много хост и флоксы. И астильбы.
По этому парку гуляешь, и действительно такое ощущение, как будто ты в дворцовом каком-то парке, да, еще в те времена. Но оно стильное такое Да. сделано. Посмотри, пожалуйста, а вот это вот дерево, это была магнолия цвела. Посмотри, Да. оно огромное, это дерево. И уже семена даже завязались. Видите, вот зеленые такие шишки, такие, это Не знаю, семена видно вам магнолии. или нет. Ну вот ниже, видно, наверное, лучше. Ну, ладно, Вот. вы поняли. Пахисандра называется это растение. Я вспомнила, как называется. Посмотрите, для любителей растений, посмотрите, как замечательно выглядят, вот когда такая вот под деревьями высокими и кустарниками, вот эта зона, чтобы не была пустая, чтобы земля не зарастала бурьянами. Посмотрите, вот садите вот такое растение, и оно плотно-плотно закрывает всю землю. А вон, смотри, еще одна колонка прямо спрятана там. А мы думаем, откуда звук? Музыка. Угу. Ой, а вот смотри, сирийский гибискус уже расцвел, гляньте. Видишь? Угу. А большой куст тоже. Ну, большой, старый. А вот, посмотрите, у хосты какой лист. Вот люблю я хосты все-таки. Вы посмотрите, какая красота. Он просто огромный. Угу. И цветы тоже большие. Посмотрите, относительно моей руки, это вот такие вот цветы большие у нее. Красиво, правда? И со всех сторон разные сорта хост. Какая красота! И Ой, высокие, огромный, большие деревья да, огромный, лист. преогромный такие. Каштан. каштан, да. Вот такие вот скамейки большие. Это, наверное, для того, чтобы здесь... С двух сторон сидеть, чтобы можно Да, с той да, стороны да. было сесть и слушать музыку. Представляете, как здорово? Вот сел на лавочку и Я наслаждаешься такой вот красотой вокруг. Лучше в эту сторону повернись. Вот. Да? Посмотри. Вокруг большие деревья красивые, поляны с цветами. Ель какая, смотри, вот, Ну, огромная. и такая чудесная музыка. Боже мой, я как человек, имеющий музыкальное образование и который играл произведения Шопена на концертах и в музыкальных школах, Оставайся здесь жить. для меня это просто чудо быть в том месте, где родился мой самый любимый композитор. Просто самый любимый. Овации. Я его произведения просто обожала играть. Ты Ну, посмотри, приятная- разве это приятная можно, музыка в разве это приятном можно парке не здесь. любить? А вот представь, что ты идешь вот по той земле, А поднеси микрофон, будет слышно. Ой, нет? где родился этот самый замечательный композитор самых прекрасных произведений. Боже мой, у меня аж мурашки по коже, как это все волнующе. Боже мой, как же здорово, посмотрите. И вот пока мы идем по парку, к дому, музею великого композитора Шопена, я немножко вам истории расскажу, которую, возможно, вы и сами знаете. Фредерик Шопен родился в 1810 году в усадьбе Железова-Воля, близ Сахачева. Здесь работал отец будущего композитора, француз Николя Шопен. Он был гувернером детей хозяйки поместья графини Людвики Скарбек и жил в квартире в левом флигеле усадьбы. Здесь познакомились родители будущего автора полонезов. Мать композитора Юстина Кшижановская приходилась родственницей графини. Хотя Шопены после рождения Фредерика прожили в Железово-Воле всего несколько месяцев, в октябре семья уже переехала в Варшаву, а родился композитор, по некоторым данным, в феврале, по некоторым в марте. Посмотрите, вот этот дом. Друзья, вот вы представляете, все любители Шопена и просто классической музыки, я не знаю, у меня нет слов. Вот сейчас мы находимся напротив дома, где родился Фредерик Шопен. Или Чопен, как говорят поляки. Здесь, вот в этом селе, родился Фредерик Шопен в 1810 году.
Вот в этой усадьбе, вот которая сейчас перед нами, от той усадьбы, которая здесь была, конечно, ничего не осталось. Ну, остались небольшие тут остались фрагменты. Это что, восстановлено уже все? Был выкуплен флигель и территория вокруг него, и заложена основа музейного комплекса. Это общество друзей Шопена и Сахачевский Шопеновский комитет выкупил. Вместо ветхого строения была построена настоящая польская усадьба с крыльцом в виде треугольного тимпана на 2 колоннах. Видите, вот эти вот 2 колонны и такой вот треугольник над ними. А вместо суровых и неудобных комнат, в которых жили Шопены, соорудили салоны, обставленные старинной или стилизированной под старую мебель. Здесь, конечно, нет, возможно, роскоши, но зато здесь есть романтическое представление о том, как выглядел усадебный дом первого десятилетия XIX века со всеми его атрибутами. Открытие дома-музея Фредерика Шопена состоялось в 1939 году. Усадьба пережила Вторую мировую войну, но во время войны ее разграбили. Разграбили в основном элементы внутреннего убранства и многочисленные памятные вещи композитора. В 1949 году музей вновь открылся для посетителей. Он был воссоздан в том виде, в котором строился в 1930-х годах. И вот, друзья, мы приближаемся все ближе и ближе к истории великого композитора. А посмотрите, как здорово здесь все сделали. Посмотрите, какой пруд перед этим домом. Самшит, Нету? Ближе подойду. подстриженный так хорошо. Плющ тоже все увил. Здорово. Ага, тут И кидали. Это получается. Не, есть он там. да, монетки лежат. Какие красивые кусты гортензии перед домом. Боже мой, какая красота. Посмотрите. Боже мой. А можно ближе? Я не могу пройти мимо этих великолепных цветов. О, вот это вот стронка Нобель. Огромные шапки. Она уже отцветает. А вот, посмотри. Это гортензия макрофила. Видишь? Она зимует только под укрытием. Угу. А Нобель Стронг зимует запросто и так. А вот, да посмотри. Ну, посмотри, это же чудо просто. Какая красота. А вот еще какой-то сорт гортензии интересный. Посмотрите, какие шапки. Видите? Да, и все такие большие цветы. Ну, заходим. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Вау, какая красота. Посмотрите, друзья. Интересно, это настоящий. Мы в святая святых. Темновато, но ничего. Ой, как красиво, как необычно. Вот за этим столом, возможно, да, Шопен мог писать свои великолепные произведения. Ой, очень плохо видно. Фредерик Шопен, Скарбет, нереально. полонез. Это, похоже, обложки к нотам. Очевидно. А в углу там лампа. А посмотрите, какой Да, да, да. стилизированный потолок. Вот так вот раньше строились дома. А вот, смотри, такие зеркала. Боже мой, как все интересно. Деревянные полы. Смотри, я отражаюсь в зеркале, в котором отражался Шопен. Но, к сожалению, нет. Но все, видишь, эта вся мебель, она была тоже... Это не стилизированная мебель, а она с тех времен. Просто, Реставрирована. нет, она, возможно, она не самого Шопена или Но в том стиле, не да. принадлежит, да, именно к этому дому. Но это с тех времен, эта мебель. Смотрите, как здорово, А камин. это типа камин, наверное. Да, вот за таким столом, в таком кресле могли сидеть родители Шопена.
вот специальное оборудование, которое Сушит, да, потому сушит что деревянные помещение, полы. чтобы влажность не убивала. Мгм, мгм. А это комната, в которой родился Фредерик Шопен. Вы представляете? Посмотрите. Вот Ту написано. 1 марта, видите, в 1810 году родился Фредерик Шопен. Бюст этот, да, бюст этот был сделан в 1925 году. Смотри, какой рояль. Да, а вот смотри, посмотри, пожалуйста, сюда. Вот здесь вот написано, что здесь родился Фредерик Шопен. А это что, В наверное? этой комнате. А это, наверное, запись сделанная, Сделанное, что он наверное. родился. Это письмо Фредерика Шопена к обществу, литературному обществу в Париже, которое было написано им 16 января 1833 года. Вот. А это фрагмент метрики Фредерика Шопена, в которой записан 23 апреля 1810 году в смотри. костеле имени святого Иоанна Хрестителя и святого Роха в Брахове. Я думаю, что это? Смотри, как раньше писали 8. Видишь? Да. А я не пойму, а это... Посмотрите, вот это вот копия метрики Шопена. Вы представляете? Как интересно. Пошли дальше. Какие ставны двойные двери. Да, это вот такой вот был, я так Двойные. понимаю, выход, да? Ну, Или это выход, окна? конечно. Выход. Вон двойные двери, еще и ставни. Ручки такие. Понятно, что это не сохранилось с тех пор, но это все, Ну, а возможно, просто реставрированные, да? Очень все это красиво, так, главное, очень интересно. А это рояль. Но рояль закрыт, друзья. Я думаю, это просто концертный рояль, современный. Я не знаю, здесь не написано ничего. А это комната. Написано, что это комната Шопенов. Тоже посмотрите, как все интересно. Везде камины. карта даже местности. М, Старинная карта. Ну, карта, фотокопия, так сказать. Посмотри, фрагменты посуды Тех времен. тех времен, да. Чайный сервиз, столовый сервиз вот внизу. А какая мебель красивая была, посмотри. Да? Угу. Очень красиво. А это... По-немецки написано, Париж, не, Это по-французски. книжка из библиотеки Николая Шопена. Это был подарок на именины, нет, имениновый, да, да, это был подарок на день рождения от Анны Скарбек, от владелицы вот этой усадьбы. Это подарок отцу Шопена, Книга, да? Николя Шопену, Ну, да, да, это настоящая книга, оригинал, представляешь? Очень интересно. Чайный сервис. Угу. Стулья, посмотри, тоже стулья такие старые-старые. Смотри, обшивка уже выгорела. Но осталась оригинальная, потому что, видишь, по краям она вот даже такая видавшая виды уже, пострадавшая. Это вот оригинальный мебельный гарнитур, да? Вот икона висит, Божьей Матери. И вот тоже гравюра на стене, очевидно. А это, смотрите, это Варшава. Да, это центральная Смотрите, стела в центральная Варшаве. площадь, да, посмотрите. Посмотри, какая лампа А интересная. это легадовая, нет, это, наверное, керосиновая. Сверху керосиновая заправка, снизу. Смотри сюда. Ух ты, Посмотри, какая красота. вот такой комод. Это ты низ не показываешь, надо дальше Покажи, отойти. не надо, я постепенно.
Какая мебель. Ты посмотри, сколько ящичков. Чуть не уселся на... Это мебель тех времен. Возможно, что-то такое похожее было тогда. Ну, отреставрировали очень красиво. Возможно, что-то похожее было тогда вот у родителей Фредерика Шопена. Такая мебель стояла в их комнате, поскольку написано, что это комната именно семьи Шопенов. Гобелен такой. Гобелен на стене, да, да. И здесь написано Мотовских, просимо не сядач. Ну, написано, чтобы не садились вот на эти... Да вы что, на такие вот исторические предметы грех садиться, вы что? Даже не надо руками ничего Да. трогать, потому что людей много приходит. И если Да. каждый будет трогать, то... Ну, вот так вот выглядела мебель тех времен. Посмотрите, посмотри, как она оформлена красиво. Современные мебели такое уже не будет. Видите, как все искусно сделано. А вот книжки. И, возможно, книжки это тоже тех времен. Видно, что книжечки старые тоже. Интересно, открыть бы их и посмотреть, почитать бы, да? Что это за книги? Вот смотрите, это так выглядело, вот это вот весь Железова Воля, вот это село выглядело вот так вот. Угу. Так, и опять же вот мебель, стилизированная, да? А вот смотри, тоже с этой стороны. Посмотри, тоже такой вот пристенный столик интересный и гобелен на стене. Во всех комнатах вот такие вот камины. Портрет Фредерика Шопена. Как-то интересно подсвечено, так что все видно. 1833 год. Видишь? А вот тут портрет маслом вообще. Портрет Фредерика Шопена. Это уже 1848 год. Это уже перед смертью. Это он уже получается. гораздо старше. Посмотрите, как красиво. Нарисовано, как хорошо, правда? Это 48 год. А вот, ноты смотрите, ноты. Боже мой, посмотри. Это настоящие, да? его. Не знаю. Ну, на бумагу посмотри, Ну, как она выглядит. не могу, не специалист. Я тоже не специалист. Ну вот, Вот это что-то настоящее, наверное, письмо какое-то. с подпись печатью. Шопена. Видите? Вот, Ага. Шопен. Письмо. Это Лист Родзинс Ковалева. это его письмо с родителям. Это полонез, ноты полонеза Шопена. 1817 альбо 1827. Копия. Очередной портрет Это какой год? Шопена. 1838 год. А это был 1848 год. Ага. Так. Это копия на Это мать его. Это копия на подставе репродукции 1930 года. Да. Это мать Шопена, А Людовика Шопен. Это портрет Юстина Шопен. А, Людовика это сестра Шопена. Людовика, по-моему.
А это вот мать Шопена, да. Это Юстина Шопен. Матка Фредерика. Это читает. Юстина Кшижановская была. Я уже здесь. А это отец Шопена. Портрет отца Шопена Николя Шопен. 1771 год рождения и умер в 1844 году. А мать была старше, видишь, отца, вернее, младше отца. Угу. Она в 1782 году родилась. Мгм. Она почти на 9 лет была младше отца, получается. Вот. Это родители Шопена. Да. А это портрет Изабеллы Шопен. Это сестра, еще одна сестра Фредерика Шопена. Это отцу Шопен писал, Ага. да? Это вот такой вот почерк был, посмотрите. А вот, смотри, вот сестра Шопена. Портрет Эмилии Шопен, сестры Фредерика. Эмилия. А вот опять же, ой, какие часы, посмотри. Да, это тоже современный рояль, мне так кажется. И, по крайней мере, здесь ничего не написано. Это музыкальный салон. Вот это, да. Музыкальная комната. Пойдем дальше. Алькова. Написано, что после Второй мировой войны это место указано как место рождения Шопена. Есть уже такое, экспозиция просто. Кстати, вот смотри, фотографии есть. Вот отсюда вот. Это так как перестраивалась эта усадьба между войнами, получается, видишь? Вот это вот было, 16-й. да, в 16-м году. Это уже 25-й год. Фотография. Да, ну то есть вот как выглядела усадьба. Это Видите? 31-й год уже. Это все, что осталось. Да, вот это вот Это уже... была разрушена. Да, вот это вот уже ее реставрировали. Мгм. Вот была вот такая, а стала вот такая. Ее развалили, чтобы реставрировать, потом да. вот так вот сделали. И А вот теперь в вот так итоге практически выглядит На уже. конец 33-го года да, это уже да, было да. вот так вот выглядело эта усадьба. Этот дом. Ну и вот так вот он выглядит сейчас. Ага. То есть, Вот гравюра тоже нарисована. Это современная. то есть вот тоже видишь, ну вот она, смотри, только вот эти вот деревянные вход, видишь, деревянный вход вот этот вот такой вот был, там где сейчас колонны установлены. Очень интересно. Вот, кстати, они его воссоздали. Вот так вот он выглядел. Вот так это помещение выглядело в 19 веке. 1842-1859 это здание. И сейчас его реконструировали, и сейчас оно выглядит вот так. Так, друзья, мы вышли с вами с дома, в котором родился Фредерик Шопен. Это, конечно, реконструированный дом. Но есть предметы, которые действительно принадлежали семье Шопенов или которые были в те же самые времена. То есть и мебель, например, да, много мебели, посуда, которая соответствует именно тому времени, когда жили здесь Шопены и родился сам великий композитор. Главное, что мы были на том месте, Да, именно в да, том месте, да. где он родился. На той земле, где Да, он не родился. там, не то, что окружало его, а Что, именно то место. Та земля, которая дала этому великому композитору те силы и те способности, которые он в результате имел и благодаря этому воплотил в свою музыку, да, великолепную. Итак, друзья, выигрышное слово в нашем конкурсе, то есть слово, которое должен назвать наш победитель и написать нам в сообщениях, кто напишет это слово первым,
тот и получит этот вот проспект, который мы показывали. Итак, выигрышное слово полонез ля бемоль мажор или героический полонез. К сожалению, Шопен прожил недолго и умер 17 октября 1849 года. Вероятнее всего от чехотки, хотя некоторые считают, что причиной его смерти мог быть муковисцидоз. Фредерик скончался 17 октября в 2 часа ночи. Последние слова гениального композитора, музыканта были полны драматизма. Он сказал: «Земля душит, когда этот кашель убьет меня, я заклинаю вас, прикажите вскрыть мое тело, чтобы меня не похоронили заживо». Из этих неясных слов видно, что великий пианист боялся быть похороненным заживо. Вы представляете? Это вполне объяснимо. Медицина того времени знала о клинической смерти ничтожно мало, а тела умерших хоронили как можно быстрее, прежде всего из соображений гигиены в годы эпидемии холеры. Доподлинно известно несколько случаев погребения заживо в те годы, и чтобы подобные ужасающие ситуации не повторялись, приходилось принимать меры. Например, чаще стали изготавливать безопасные гробы с колокольчиком, в которые можно было позвонить изнутри. Вы представляете, насколько люди тогда этого боялись, и действительно такие случаи были. На следующий день у него сняли посмертную маску с лица и слепок его руки. Произвели вскрытие, вынули сердце, чтобы, согласно последней воле Шопена, вернуть его на родину, а тело забальзамировали. Сестра Шопена, Людвика, ответственная за исполнение его последней воли, проследила, чтобы желание Шопена было выполнено. Она распорядилась вскрыть тело композитора, вынули оттуда сердце и положили в хрустальную урну, как написано, с коньяком. И сердце Шопена было перевезено в Польшу по его завещанию, поскольку Шопен был великим патриотом Польши. Сердце она велела замуровать в колонне Варшавского костела Святого Креста, где оно находится и поныне. Торжественные похороны состоялись 30 октября в костеле Святой Магдалены, а в 1880 году на колонне Сурной Леонардо Маркони вырезал эпитафию. Судьба Фредерика свершилась, после него осталась музыка. Людвика всего лишь исполняла волю брата. За несколько дней до смерти Шопен пришел в сознание и сказал своим ближайшим друзьям: «Я знаю, что Паскевич, в то время царский наместник в оккупированной Варшаве, не разрешит перевести мое тело в Варшаву, но отвезите туда хотя бы мое сердце». И это желание, последнее желание великого композитора Шопена, было выполнено его сестрой. Так что, друзья, если у нас получится, мы еще посетим место, костел в Варшаве, где захоронено сердце Шопена. Но у кого есть такая возможность, вы можете сами попасть туда и сами увидеть это место, где замуровано сердце великого композитора. Ну все, друзья, на этом мы заканчиваем наше путешествие сегодняшнее, нашу поездку в дом и музей нынешней композитора Шопена. Я думаю, вам было интересно. Пишите, кто уже здесь был, какие ваши впечатления, любите ли вы музыку Шопена. Нам будет это интересно узнать, мы с удовольствием почитаем ваши комментарии. Извините, если что-либо было сказано неправильно, возможно, что-то мы неправильно прочли или получили где-нибудь не совсем точную информацию, но я это все брала из польских источников, от польских историков. Ну, возможно, где-то я ошиблась или недопоняла. Так что, друзья, до новых встреч. Спасибо, что были с нами. Не забывайте подписаться на наш канал. Нам это очень помогает продвижению нашего канала. И до новых встреч, друзья.